Перефразируя цитату из знаменитого фильма, хочу спросить: вы любите Битлз? Нет, не так. Любите ли вы Битлз, как люблю его я? Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. 8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чепменом. В день смерти Леннон дал свое последнее интервью американским журналистам. В 22 часа 50 минут, когда Джон вместе с женой Йоко Оно, возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory, входили под арку своего дома, Чепмен сделал 5 выстрелов ему в спину. Привратник вызвал полицейских, которые на своей машине доставили Леннона в госпиталь. Однако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны. В 23 часа 15 минут Джон Леннон скончался из-за большой потери крови. Он был кремирован в Нью-Йорке, прах Леннона был передан Йоко Оно. Его убийца Марк Чепмен за свои преступления отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима Аттика, около города Буффало, Нью-Йорк. Уже 11 раз он подавал прошение о досрочном освобождении, последний раз в августе этого года. Однако каждый раз эти прошения отклонялись, и Чепмен продолжает отбывать наказание. Йоко Оно еще в 2000 году послала письмо в Департамент по освобождению штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чепмена досрочно. В последующие годы она еще не раз заявляла, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чепмен будет освобожден. О Марке Чепмене и его последних днях перед убийством Джона Леннона сняты фильмы «Убийство Джона Леннона» и «Глава 27». В дальнейшем клипе вы сможете увидеть поистине редкие и уникальные кадры Джона Леннона. Преклонимся перед его талантом. Радиопрактика. Вчера, 8 декабря 1980 года, в Нью-Йорке 4 выстрелами в упор был убит Джон Оно Леннон. Вот и все, спорьте хоть до утра. В чем он был прав, что он нам дал? Верю я, в самый последний час он счастлив был, как никогда. Все переплыл моря, не растеряв себя. Из миллиона слов выбрал любовь для одиноких сердец. Выдумал мир свой. Кто хотел, жил на его земле. Жил как гость, равный для всех. Он с любым песни делил, как хлеб, не сложив
в долгий концерт. Нежность дарил одним, вызов бросал другим, но был самим собой перед толпой. Он жил как мог, веря в надежду. Вот и все, не без него бегут, аллеет лишь след на снегу. Было так, кто-то за ним шагнул, хоть он не звал в душную мглу. Всякий теперь скорбит, лестью скрывая стыд. Так было все века, наверняка. Жаль, что он не видит спектакля. Вот и все, спорьте хоть до утра, но я хочу знать для себя, кто был друг или старший брат.